Привет, друзья! Сегодня у нас с вами важный разбор. Прямо с этого месяца в Германии и на европейских автобанах вступают в силу важные изменения и появляются новые риски, способные привести к серьезным финансовым потерям или дорогостоящим проблемам для граждан Германии. Но сначала детально разберем с вами, как защитить свои деньги, как новые схемы летнего обмана пенсионеров в Германии получили широкое распространение и под видом каких ведомств злоумышленники пытаются сегодня получить персональные ваши данные. Во второй части выпуска реальный финансовый разбор, сколько же на самом деле немецких водителей ежемесячно тратят на содержание личного транспорта, включая лизинг и страховки. А в завершение, друзья мои, важное правило для водителей. Почему же обычное перемещение мобильного телефона в салоне автомобиля в некоторых ситуациях может обойтись в круглую сумму? Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья мои, давайте с вами разберем, какими же методами злоумышленники сегодня пытаются получить деньги и персональные данные представителей старшего поколения, то есть наших с вами пенсионеров в Германии. Сегодня, друзья, пожилым людям все чаще приходят фальшивые письма якобы от Государственной службы пенсионного страхования, в которых предлагают срочно подтвердить свои личные данные. Преступники научились уже действовать все более изощренно. Они просто-напросто копируют официальные логотипы ведомств, а современные компьютерные программы помогают им составить тексты на безупречном юридическом немецком языке. Обычному человеку на самом деле выявить подвох крайне сложно. Крупнейшая медицинская касса АОК и Бармер, где застраховано большинство пенсионеров, уже предупреждали о случаях мошеннических рассылок, с помощью которых злоумышленники пытаются сегодня получить персональные данные. В таких сообщениях пожилым людям внимание, обещают крупную денежную выплату или пугают аннулированием полиса из-за якобы новых законов Евросоюза. Злоумышленники даже обещают прислать ценные бумаги или другие выгодные документы, чтобы войти в доверие. Но, друзья мои, запомните, государственные ведомства, а также страховые компании Альянс и Эрго, как правило, направляют важные финансовые сведения по официальным каналам связи. Если же в графе отправителя вы увидели, что стоят непонятные какие-либо символы, случайные буквы, цифры или подозрительный даже адрес электронной почты, это все-таки серьезный повод для проверки. Аналитики поискового портала Check24 напоминают, что официальные организации используют только свои подтвержденные адреса и рекомендуют внимательно проверять именно отправителя перед тем, как открывать вложения или переходить, например, по ссылкам. Как правильно же действовать, если на вашу почту пришло подобное сомнительное уведомление? Самое главное, друзья мои, правило безопасности: никогда не нажимайте на прикрепленные кнопки и ссылки, какими бы официальными заголовками вас не пытались убедить. Не вводите никакие личные коды доступа, пароли, банковские реквизиты или какие-нибудь другие конфиденциальные данные. Проще всего сразу переместить подозрительное письмо, я вам уже говорил об этом. Куда? Молодцы! Прямо в папку со спамом, чтобы снизить вероятность повторного получения подобных сообщений. Если же тревога за ваши сбережения все равно остается, самостоятельно свяжитесь со справочной службой соответствующего ведомства. Но помните ключевое правило: берите номер телефона только откуда? Молодцы! С официального сайта организации, из официальных брошюр или ранее полученных бумажных документов. Не стоит, друзья, звонить по контактам, указанным в самом электронном письме. Злоумышленники нередко используют чужие логотипы, символику известных организаций и даже изображения, например, популярных мероприятий, чтобы вызвать у вас только доверие. Поэтому доверяйте на самом деле только официальным каналам связи и всегда перепроверяйте эту информацию. Параллельно с мошенническими электронными письмами злоумышленники активно используют сегодня и, правильно, телефонные звонки. Они могут представляться сотрудниками различных ведомств, чтобы запугать пожилого человека и попытаться получить доступ к его деньгам или личным данным. Национальный телекоммуникационный оператор Deutsche Telekom постоянно внедряет новые технологии для борьбы с телефонным спамом и подозрительными вызовами.
Однако, друзья мои, мошенники продолжают искать способы обходить такие механизмы защиты. Во время подобных звонков людям могут сообщать о якобы заблокированной пенсии, несуществующей задолженности или необходимости срочно вернуть ошибочно зачисленные государством выплаты. Запомните еще раз главное правило: государственные ведомства, как правило, не решают подобные финансовые вопросы, и вы об этом прекрасно знаете, по телефону, и не требуют немедленно переводить деньги. Не переводите средства на реквизиты, которые вам диктуют во время неожиданного звонка. Если вы, например, пользуетесь услугами Sparkasse, или храните средства в Volksbank, например, помните, сотрудники банков также не просят клиента выполнять срочные переводы или сообщать конфиденциальные данные по телефону. Сегодня эксперты страховой группы Хук Кобург рекомендуют при возникновении подобных подозрений завершать разговор, самостоятельно связаться с организацией по официальным контактам и при необходимости сообщить о случившемся в полицию. В социальных сетях начали также активно распространяться тревожные видеоролики. Возможно, вы их уже видели. В этих записях пожилым людям уверенно заявляют, что якобы все пенсионеры страны обязаны до наступления августа предоставить официальное свидетельство о нахождении в живых. Авторы подобных публикаций утверждают, что без этой специальной бумаги выплаты ежемесячной пенсии будут якобы приостановлены. Однако, друзья мои, внимание! Руководство Государственного пенсионного фонда официально заявило, что подобные сообщения являются ложными и не соответствуют действительности. Запомнили? Именно такие публикации распространяются с целью введения людей в заблуждение и вызвать у них тревогу. Консультанты известных страховых компаний ДЭВК и Versicherung подчеркивают, что в состоянии стресса люди чаще принимают поспешные решения и могут раскрыть конфиденциальную свою информацию. Поэтому не стоит доверять подобным видеороликам и пересылать их знакомым без проверки. Представители медиахолдинга Bertelsmann также отмечают, что вводящие в заблуждение рекламные материалы и публикации иногда проходят автоматические фильтры интернет-платформ. Поэтому всегда, друзья, проверяйте информацию по официальным источникам и внимательно все-таки относитесь к защите своих персональных данных. Для максимальной безопасности всегда перепроверяйте любые полученные требования на официальном, где правильно, интернет-портале соответствующего ведомства или во время личного визита в ближайшее отделение того же банка, например, Коммерцбанка, Квалифицированные сотрудники помогут вам разобраться, действительно ли это письмо или уведомление являются официальными. Но запомните все-таки, государственные ведомства, как правило, не публикуют подобные инструкции на каких-либо разветвленных видеоплатформах и тем более не запрашивают подтверждение личности через комментарии или социальные сети. Сейчас, летом 2026 года, специалисты также продолжают фиксировать большое количество мошеннических звонков, нацеленных в том числе на пожилых людей, то есть пенсионеров. Да, друзья, именно пенсионеров. По данным аналитического сервиса Clever Dealer, только за июнь в Германии было зарегистрировано, внимание, 626 555 подозрительных звонков. Представляете цифру? Это почти на 20% больше по сравнению с предыдущими весенними месяцами. Кроме того, злоумышленники все чаще, друзья мои, используют современные технологии, включая нейросети для создания убедительных видеороликов и сообщений, в которых людей пытаются склонить к передаче кодов подтверждения или других конфиденциальных данных, ссылаясь на якобы возможную блокировку выплат. Главная особенность текущей ситуации заключается, друзья мои, в том, что новая волна мошеннических схем совпала с официальным увеличением пенсионных выплат, я вам рассказывал, на 4,24% с 1 июля. Это могло вызвать дополнительную неопределенность участия пожилых людей, и многие бюргеры на самом деле как раз начали получать официальное уведомление, с чем правильно, с пересчетом ваших выплат, доставляемые через почтовые службы, из-за чего отличить настоящее сообщение от поддельных электронных уведомлений стало намного сложнее. То есть злоумышленники стараются использовать именно этот информационный фон. Понятно? По аналогичной схеме мошенники иногда подделывают уведомления, связанные с оплатой коммунальных услуг,
в том числе от имени известной энергетической компании, например, E.ON, чтобы попытаться получить от вас деньги или персональные данные граждан. Из-за спешки и растерянности люди сегодня могут потерять значительные суммы денег. Аналитики банка Постбанк рекомендуют внимательно перепроверять абсолютно любые неожиданные запросы, особенно если в них требуют срочно перевести какие-либо деньги, сообщить личные ваши данные или перейти по ссылкам. По данным полиции, мошенники регулярно предпринимают попытки выманить у пожилых людей крупные суммы, поэтому любые подобные обращения стоит тщательно проверять через официальные каналы связи. А теперь, друзья, на первый план выходит важный финансовый разбор, который напрямую касается миллионов водителей Германии. Горючее, вы видите, дорожает, а расходы на страховку, техническое обслуживание и ремонт продолжают тоже расти. Официальные отчеты Федерального статистического ведомства подтверждают, что за последние 5 лет общие затраты на содержание вашего автомобиля заметно увеличились. Сегодня владение машиной обходится значительно дороже, чем раньше. При этом транспортные расходы устойчиво занимают 3-е место в структуре ежемесячных затрат домохозяйств, уступая только расходам на жилье и продукты питания. Перед покупкой автомобиля важно заранее составить, скажем так, подробный расчет всех регулярных расходов. Практика сегодня показывает, что на известной немецкой площадке Autoscout24 можно быстро сравнить рыночные цены и оценить стоимость интересующей вас модели. По данным статистики, немецкие семьи в среднем направляют на содержание своего автомобиля около 11,9% всего своего бюджета, включая лизинг, топливо, страхование, техническое обслуживание и ремонт. Детальная статистика ведомства позволяет увидеть нам с вами, на какие именно статьи расходов уходит значительная часть бюджета автомобилиста. Итак, самой крупной статьей остаются покупка автомобиля и ежемесячные лизинговые платежи, которые в среднем составляют около 104 евро в месяц. Дальше, существенную долю расходов занимает и обязательно страхование гражданской ответственности. Чтобы сократить эти затраты, многие водители сравнивают предложения разных страховщиков, в том числе цифровой компании HUK24. Еще около 100 евро в месяц приходится на расходы на топливо, в том числе на заправках сети Aral. К этим расходам могут добавляться членские взносы куда? Правильно, в сам автоклуб ADAC, который помогает при поломках автомобилей на дороге, а также расходы на такси при необходимости. На общественный транспорт немецкие домохозяйства в среднем тратят около 47 евро в месяц, из которых примерно 31 евро приходится на проездные билеты. Анализ за 5-летний показывает, что расходы на мобильность выросли примерно на 31,2%, тогда как общий индекс инфляции за тот же период, вы видите, всего лишь составил около 21,9%. Это означает, что затраты на транспорт все-таки увеличиваются быстрее общего роста потребительских цен. Также цены на автомобильные страховки за последние годы значительно выросли примерно на 63%. Поэтому сегодня многие водители все чаще сравнивают предложения разных страховых компаний и используют немецкий портал Verifox, чтобы, соответственно, найти более выгодные условия. Поддержанные автомобили на вторичном рынке также, друзья, подорожали примерно на 45,3%. В результате даже популярные модели концерна того же Volkswagen покупателям сегодня приходится платить существенно больше, чем еще несколько лет назад. Одновременно выросла и стоимость обучения. В автошколах получение водительских прав обходится примерно на 42,7% дороже. Расходы на топливо также увеличились почти на 37,5%, и наиболее заметный рост пришелся на сжиженный газ – около 76,2%. Дизельное топливо подорожало также примерно на 44,2%, а бензин на 34,9%. Поэтому многие водители сегодня стараются внимательнее планировать все-таки свои автомобильные расходы, в том числе экономят на сопутствующих товарах и сравнивают цены в различных магазинах, например, в том же Lidl, или Revo. Стоимость ремонта автомобилей, технического осмотра и парковки выросла тоже примерно на 34,5%.
Автомобильные запчасти подорожали, внимание, примерно на 24,2%. Чтобы сократить расходы на страхование, многие автомобилисты также сравнивают тарифы различных компаний, включая Cosmos Direct. В прошлых стратегических отчетах еще не было, кстати, отражено последние изменения на топливо на рынке, но сейчас мы с вами видим, что цены на горючее продолжают оставаться под влиянием ситуации именно на мировых энергетических рынках, в том числе геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Например, в эфире крупного телеканала Welt аналитики регулярно, друзья, обсуждают, как подобные события могут отражаться на стоимости топлива во всей Европе. Чтобы смягчить нагрузку, вы знаете, я вам рассказывал раньше, правительство Фридриха Мерца объявило о временном снижении отдельных налоговых платежей. На автозаправочных станциях, например, той же французской компании Total Energies, цены могут меняться достаточно часто, поэтому оценить влияние подобных этих мер на конечную стоимость топлива бывает непросто. На этом фоне, внимание, автоконцерн BMW отмечает высокий интерес покупателей к гибридным моделям, которые помогают снизить расход вашего топлива. При этом аналитики расходятся во мнениях. Одни, например, считают, что цены могут стабилизироваться, а другие допускают дальнейшие изменения в зависимости от развития ситуации на мировом энергетическом рынке. И это еще не все. Дальше хочу подробно разобрать важный дорожный вопрос, где даже обычное обращение со смартфоном, с телефоном вашим, может обернуться для водителей штрафом и другими правовыми последствиями. Почти каждый бюргер сегодня знает, что писать текстовое сообщение или, например, разговаривать по телефону без разрешенных средств громкой связи во время движения, что запрещено. Но немало кто задумывается, как немецкие правила оценивают данную ситуацию, когда водитель просто хочет переложить телефон, скажем, на другое место. Даже короткие какие-либо манипуляции с вашим устройством могут отвлечь внимание от дороги. Инженеры технического концерна Bosch активно внедряют в автомобили системы голосового управления, чтобы помочь водителям реже отвлекаться на экран. Параграф 23 немецких правил дорожного движения STFO устанавливает ограничения на использование во время движения не только смартфонов, внимание, но и планшетов, навигаторов и других электронных устройств. Именно поэтому важно, чтобы водитель пользовался такими устройствами только в соответствии с требованиями закона. Концерн, например, Audi, также оснащает многие современные модели встроенными беспроводными зарядными площадками или специальными нишами для телефона, позволяя удобно разместить устройство во время поездки. Среди водителей не утихают оживленные споры и о том, могут ли вас привлечь к ответственности за, скажем так, секундное прикосновение к смартфону ради обычного перекладывания на приборной панели. Представьте, друзья мои, что человек просто сдвигает телефон в подстаканник, вообще не открывая никаких программ. Но эксперты страхового союза АКСА, регулярно анализирующие последствия дорожных аварий, предупреждают сегодня, даже секундная потеря концентрации способна привести к утрате контроля над дорожной ситуацией. Просто-напросто за это время автомобиль может проехать десятки метров на скорости практически без полноценного внимания вашего, то есть водителя, что нередко оборачивается серьезными финансовыми последствиями. Данный юридический нюанс официально рассматривается как перемещение электронного устройства. Правовой регламент четко определяет сегодня рамки допустимых действий. Внимание! Любая портативная электроника должна находиться в устойчивом положении, не требующем удерживания в руках во время движения. Еще, друзья, я вам напомню, с 2017 года действуют строгие ограничения на использование мобильных электронных устройств за рулем. Торговая сеть, например, MediaMarkt, подтверждает, что из-за этих требований многие водители, особенно старшего поколения, все чаще приобретают бесконтактные беспроводные держатели, позволяющие не брать смартфон в руки во время поездки. По закону шоферу позволен лишь мимолетный взгляд на монитор, полностью соответствующий текущей дорожной обстановке, погоде и загруженности трассы. Еще, друзья, возможно, вы знаете, инженеры, например, штутгарского концерна Mercedes-Benz активно устанавливают проекционные такие системы на ветровое стекло, помогая водителям реже опускать взгляд вниз ради дорожных карт.
Но как суды оценивают банальное желание переложить мобильник на соседнее сиденье или вставить его, скажем так, в фиксатор? Известен, например, громкий судебный прецедент, о котором я вам хочу рассказать, когда человеку выписали штраф, внимание, на 250 евро за обычное перемещение своего телефона в руке, хотя разговор велся через автомобильную систему беспроводной связи. Представляете? Специалисты крупного торгового маркетплейса Mobile регулярно анализируют подобные дорожные споры, подчеркивая строгий подход немецких судов к удержанию электронных устройств в руках во время движения. Однако, друзья, тот автовладелец все-таки решил обжаловать вынесенное решение. В итоге Высший региональный суд Карлсруэ пришел к выводу, что в рассматриваемых обстоятельствах простое изменение положения телефона без активации его функции не является непосредственным использованием устройства. Понятно? Эксперты правового интернет-портала адвоката отмечают, что это судебное решение стало важным ориентиром при оценке подобных ситуаций. Таким образом, правовая ситуация окончательно прояснилась. Обычное перемещение смартфона в пространстве салона или удержание корпуса в ладони во время движения само по себе не считается нарушением, если водитель не использует функции этого устройства. В таком случае действуют базовые нормы, аналогичные перекладыванию палочки салфеток или бутылки воды. Однако при реальной встрече с дорожной полицией на автобане оценка конкретной ситуации будет зависеть именно от обстоятельств. Поэтому, друзья, необходимо заранее позаботиться о правильной фиксации вашего телефона. Самое безопасное это будет решение. Мастера сертифицированного из сети автосервисов АТУ настоятельно рекомендуют сегодня закрепить надежный стационарный держатель для мобильных телефонов, а также перевести любые разговоры на штатную систему громкой связи мультимедиа. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра, друзья мои, я буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний выпуск про новые схемы обмана пенсионеров, реальные траты на автомобиль и правила обращения с мобильным телефоном за рулем, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.